США ведут тайные переговоры с Ираном. Правда, с кем именно? Дональд Трамп сам не знает. Официальный Тегеран отрицает заявление Вашингтона и прямые контакты с американской стороной. Союзники по НАТО не намерены вступать в войну с Ираном. Это не война Европы, отметила Кая Каллас. В Багдаде беспилотник атаковал гостиницу «Аль-Рашид», а в Иерусалиме обломки упали на жилое здание, где проживают представители американского консульства. На Кубе полный блэкаут. Остров Свободы погрузился во тьму. Вместо красной дорожки в Голливуде на Киевском вокзале встретили уже трижды оскароносного Шона Пенна. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Иран могли возобновить прямые контакты на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Как сообщает издание Axios, со ссылкой на источники, в последние дни был восстановлен канал связи между специальным посланником президента США Стивом Уиткофом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным журналистов, стороны обменялись сообщениями через этот дипломатический канал. Это первый известный прямой контакт между Вашингтоном и Тегераном после начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. При этом остается неясным, насколько содержательными были эти контакты и обсуждаются ли реальные условия возможных переговоров. Официальный Тегеран публично отрицает факт прямых переговоров и обвиняет США в распространении недостоверной информации. Мой последний контакт с господином Уиткофом был до того, как его работодатель принял решение покончить с дипломатией, нанеся еще один незаконный военный удар по Ирану. Любые утверждения об обратном, похоже, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран хочет заключить соглашение, чтобы прекратить американо-израильский конфликт с Тегераном. Однако он не понимает, кто на самом деле руководит страной. Они ведут переговоры, и мы всегда разговариваем. Знаете, кто-то сказал, зачем вообще с ними разговаривать? Я разговариваю со всеми, потому что иногда из этого получается что-то хорошее. Но я не знаю, готовы ли они сейчас. По ним наносят серьезные удары. Я не знаю, готовы ли они. И мы даже не знаем, кто их лидеры. Послушайте, все их лидеры мертвы, насколько нам известно. Они все мертвы. Мы не знаем, с кем имеем дело. Мы уничтожили первую группу. Затем вторая группа собралась. 88 человек, чтобы выбрать лидера. Потому что первая группа была вся мертва. И вторую группу тоже уничтожили. Они все мертвы. Потом собралась третья группа. Думаю, они немного нервничают из-за таких встреч. Не знаю, нервничают ли они. Может быть, нет. Может быть, они сумасшедшие. Если они не нервничают, значит, они сумасшедшие. Но мы встречались со следующей группой. Однако мы не знаем, кто их лидер. Есть люди, которые хотят вести переговоры. Мы не имеем ни малейшего представления, кто они. И не только они, это и вы, журналисты. Многие говорят, что он сильно изуродован. Говорят, что он потерял ногу, одну ногу, и что он серьезно ранен. Другие говорят, что он мертв. Никто не говорит, что он на 100% здоров. И он не выступал публично, потому что аятолла обычно сидел и извергал ненависть со своего рода трона. Не такого хорошего трона, как английский, который мне нравится больше. Но это было такое роскошное кресло, и он оттуда изливал ненависть. Но вы ведь часто его видели, верно? А этого мы вообще не видели. И на это может быть много причин. Мы не знаем, Питер, жив он или нет. Скажу так, никто его не видел, а это необычно. Также Дональд Трамп заявил, что ряд стран не проявляют достаточного энтузиазма в помощи по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Наша мощная военная кампания по устранению угроз со стороны иранского режима продолжалась в полной силе в течение последних нескольких дней. Они были буквально уничтожены. Их ВВС больше нет. Их флот больше нет. Многие корабли потоплены. Это военные корабли. Но, думаю, они просто не знали, как ими пользоваться. Их системы ПВО разгромлены, их радары уничтожены, и их лидеры тоже. Кроме этого, у них все отлично. Они терроризировали мир 47 лет. И теперь, думаю, мир через Соединенные Штаты с помощью Израиля делает то, что следовало сделать много лет назад, с самого начала конфликта. С самого начала конфликта мы нанесли удары по более чем 7 тысячам целям по всему Ирану. В основном это были коммерческие и военные объекты. Мы добились 90% сокращения запусков их баллистических ракет и 95% сокращения атак беспилотников. Мы также уничтожаем их возможности угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Уничтожено более 30 кораблей, предназначенных для постановки мин.
Насколько нам известно, мы уничтожили все их корабли минные постановщики. Конечно, они могут использовать другие типы судов и сбрасывать мины с них. Но мы не знаем, что они вообще успели их установить. И не уверены, что это произошло. Это большой минус для них. Если они это сделают, это будет формой самоубийства. Мы уничтожили все 30 их кораблей. Они все на дне моря. Мы настоятельно призываем другие страны, чьи экономики зависят от этого пролива намного больше, чем наша, присоединиться и помочь нам. Мы получаем менее 1% нашей нефти через Ормузский пролив. Некоторые страны получают гораздо больше. Япония — 95%, Китай — 90%, многие европейские страны — значительную часть, Южная Корея — 35%. Поэтому мы хотим, чтобы они пришли и помогли нам контролировать пролив. Иран всегда использовал Ормузский пролив как экономическое оружие. Но долго так продолжаться не будет. Многие страны сказали мне, что они уже направляются. Некоторые очень воодушевлены, а некоторые — нет. Некоторые из этих стран — это государства, которым мы помогали много лет и защищали их от серьезных угроз. Но они не проявили большого энтузиазма. А уровень энтузиазма для меня имеет значение. Некоторые сказали, мы бы предпочли не вмешиваться. Я просто хочу, чтобы фейковые СМИ и все остальные это запомнили. Потому что я давно критиковал ситуацию, когда мы защищаем другие страны. Я знаю, что мы их защитим. Но если нам самим когда-нибудь понадобится помощь, их рядом не будет. Я это давно знаю. И это удивительно. Мы теперь номер 1 по добыче нефти с большим отрывом. Мы говорим «бури, детка, бури». Мы добываем вдвое больше нефти, чем любая другая страна. И скоро будем добывать втрое больше. И это даже не включает Венесуэлу, которая ведет себя отлично. Кстати, отношения с Венесуэлой фантастические. Миллионы, буквально миллионы баррелей нефти добываются. Это очень помогло. И это очень выгодно для них. Их президент делает отличную работу. Мы прекрасно ладим. Мы настоятельно призываем другие страны присоединиться к нам быстро и с большим энтузиазмом. Некоторые уже согласились. Я мог бы назвать их, но не знаю, хотят ли они этого. Возможно, они боятся стать целью. Но я говорю, это уже не имеет значения. Потому что сейчас мы имеем дело с бумажным тигром. 2 недели назад это был не бумажный тигр. Теперь бумажный тигр. Израиль, как ожидается, расширит свою наземную операцию на юге Ливана против Хезболлы. Обсуждали ли вы это с израильскими лидерами? И поддерживают ли Соединенные Штаты возможное израильское вторжение в Ливан? Да, я знаю, обсуждал. И я знаю, что Хезболла — это проблема. Это проблема уже давно, не только сейчас. И вот недавно я разговаривал с одним человеком, очень состоятельным человеком, чьи родители живут в Ливане. Я спросил, правда? Как они живут в Ливане? Он сказал, да, они там живут. И за эти годы они привыкли к тому, что страну бомбят. Но он объяснил мне, что это на самом деле другой район Ливана, район, где находится Хезболла. И люди, наверное, просто привыкают к этому. Не знаю. То есть люди живут в Украине. Можно подумать, что они не могли бы жить в Украине, но они живут. Я не знаю, поступил бы я так, но они живут в Украине, они живут и в Ливане. Хезболла — большая проблема, и ее быстро ликвидируют. Спасибо большое всем. Телеканал CNN, который Дональд Трамп не раз жестко критиковал и даже говорил о желании лишить лицензии, выпустил в эфир монтаж из пресс-конференции. В ролике показаны несколько заявлений Трампа, сделанных с разницей всего в несколько минут и противоречащих друг другу. Журналисты канала утверждают, судя по этим кадрам, Трамп пока сам не определился со своей стратегией по Ирану. Если нам когда-нибудь понадобится помощь, их не будет рядом, чтобы помочь нам. Я уже давно это понимаю. У нас есть некоторые, кто очень воодушевлен. Они уже приходят. Но это не необходимость. Необходимость — это когда приходят крупные, сильные страны. Если нам понадобятся их минные катера или что-то еще, любой вид оборудования, который у них есть, в зависимости от ситуации, которой они располагают, они должны были бы сразу же спешить нам помочь. Мы хотим, чтобы они пришли и помогли нам с проливом. Но моя позиция такая. Нам никто не нужен. Мы — самая сильная страна в мире. У нас, безусловно, самая сильная армия в мире. Нам они не нужны. Вы поняли, что я имею в виду? Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не будет участвовать в войне США и Израиля против Ирана. По его словам, у Германии нет мандата ООН, ЕС или НАТО для военной операции. Прежде всего, регион не должен скатиться в бесконечную войну с неясными целями. Любая дальнейшая эскалация боевых действий создаст серьезные риски для наших партнеров на Ближнем Востоке и во всем регионе Персидского залива.
То же самое произойдет и в случае разрушения государственного порядка Ирана, его территориальной целостности, государственности и экономики. Поэтому эту войну необходимо как можно скорее завершить, с четким планом и стратегией. Как и Соединенные Штаты и Израиль, мы хотим прекращения ядерной и ракетной программ Ирана. Но мы не будем участвовать в этой войне. Мы говорили об этом с первого дня. Это остается позицией федерального правительства. Это также означает, что пока продолжается война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе военными средствами. На данный момент нам также неизвестен какой-либо план того, как такая операция могла бы вообще увенчаться успехом. Кроме того, как вам всем известно, у нас нет мандата ООН, Европейского Союза или НАТО, который требовался бы согласно основному закону. Россия воспользуется любой возможностью, чтобы испытать НАТО и ослабить Украину. Поэтому, по нашему мнению, было ошибкой со стороны Вашингтона ослаблять ограничения на продажу российской нефти. Мы не пойдем по этому пути. Мы продолжим усиливать давление европейских санкций на Россию. Евросоюз пока не собирается расширять свою военно-морскую миссию на Ормузский пролив. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: страны Союза хотят усилить операцию в Красном море, но напрямую втягиваться в новый конфликт не готовы. Иран сейчас ведет войну против мировой экономики. Министры сегодня вновь подтвердили, что наш приоритет – деэскалация и свобода судоходства. Это не война Европы. В регионе у нас есть операция «Аспидес» в Красном море. Обсуждалось, что ее следует усилить, потому что там недостаточно военно-морских сил. Их должно быть больше. Но по вопросу расширения мандата, чтобы он охватывал и Ормузский пролив, то есть идти севернее линии Маската, среди стран-членов не было желания это делать. Как я уже сказала, никто не хочет активно участвовать в этой войне. И, конечно, всех беспокоит, каким будет ее исход. Также подчеркивалась необходимость дипломатических усилий для поиска решения. Мы обсуждали с министром из Индии, какой у них есть опыт в этом вопросе, и есть ли возможности продвинуться вперед. Нужны конкретные ощутимые результаты, чтобы показать, теперь проход безопасен и мирен. Вопрос не только в том, считаемся ли мы врагами или нет. Ситуация очень сложная. И, безусловно, все европейцы поддерживают дипломатическое решение. Также мы обсуждали войну в Украине. Россия выигрывает от роста цен на энергоносители и отвлечения систем ПВО из Украины на Ближний Восток. Министры ясно дали понять, что Украина остается главным приоритетом безопасности для Европы, и внимание к Украине не ослабнет. В Багдаде беспилотник атаковал гостиницу «Аль-Рашид» в охраняемой зеленой зоне. На видео из соцсетей видно дым и пожар на крыше здания. МВД Ирака подтвердило, что в гостиницу попал снаряд. По данным источников в службах безопасности, удар был нанесен дроном. Сообщается также о ракетах «Катюша», выпущенных в сторону посольства США. США опубликовали видео ударов по иранским военным объектам. По данным Центрального командования США, за последние недели были поражены тысячи целей, которые Вашингтон считает угрозой со стороны иранского режима. Израильская армия продолжает ограниченную наземную операцию на юге Ливана. С израильской стороны границы были замечены бронемашины, продвигающиеся по территории соседней страны. По заявлению армии Израиля, операции направлены против инфраструктуры движения Хезболла. Израильские военные также опубликовали видео ночного рейда в одном из районов Южного Ливана. На кадрах военнослужащие проводят зачистку здания и открывают огонь по строению, после чего осматривают помещение. По данным армии Израиля, в ходе операции был обнаружен склад оружия, связанный с Хезболлой. Военные утверждают, что район операции был заранее эвакуирован, а на месте были найдены оружие и материалы с призывами к насилию. Тем временем последствия иранских ракетных атак фиксируют в самом Иерусалиме. Фрагменты ракеты пробили крышу жилого дома в одном из палестинских районов Восточного Иерусалима. На месте работали израильские силовые службы. По данным Израиля, миллионы людей вынуждены несколько раз в день укрываться в убежищах из-за иранских ракетных ударов. В другом районе города обломки ракеты повредили жилое здание, используемое сотрудниками консульства США. По данным Госдепартамента США, никто из американских сотрудников не пострадал. Жители рассказали, что после сирены услышали серию мощных взрывов, а один из фрагментов ракеты пробил крышу и ушел в подземный паркинг здания. После удара специалисты начали проверку безопасности конструкции. Обломки ракет и элементы израильских систем перехвата также упали в районе старого города Иерусалима, рядом с одними из самых священных мест мира. По данным полиции, фрагменты упали во дворе мечети Аль-Акса, возле храма Гроба Господня и в еврейском квартале. Пострадавших не было, однако власти временно закрыли святые места для посетителей. Полиция предупреждает, падающие обломки после перехвата ракет остаются крайне опасными. Израиль продолжает операции как в Иране, так и в Ливане. Об этом подробно рассказал бригадный генерал израильской армии Эфи Дефрин. Наши пилоты постоянно наносят удары по всей территории Ирана. За последние 24 часа мы поразили штаб военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Иранский режим использовал этот штаб, чтобы превратить морскую сферу в сферу террора.
В ходе другого удара в самом центре Тегерана мы поразили и уничтожили Центр разработки возможностей атак на спутники, центр, который представлял угрозу космическим активам и спутникам Израиля и всего мира. Одновременно мы продолжаем наносить удары по силам Басидж, силам подавления иранского режима. В течение дня начальник генерального штаба посетил Северное командование и утвердил планы продолжения операции в Ливане. Как сказал начальник штаба, удар и ослабление режима в Иране отражаются и на кампании против Хезболлы. За последние 24 часа силы 91-й дивизии начали наземную операцию против ключевых целей в Южном Ливане в рамках усиления защиты северных населенных пунктов. Силы уничтожают террористическую инфраструктуру и ликвидируют боевиков. Германия выразила серьезную обеспокоенность развитием ситуации в Ливане и предупредила о последствиях возможной крупной наземной операции Израиля. В Берлине заявили, что такое наступление может значительно ухудшить гуманитарную ситуацию и привести к росту числа беженцев. Немецкое правительство также призвало стороны к переговорам и потребовало от Хезболлы прекратить боевые действия против Израиля. Взгляд на эту часть зоны войны вызывает у нас серьезную обеспокоенность, поскольку мы видим подготовку к крупному израильскому наземному наступлению, которое значительно ухудшит и без того напряженную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к дальнейшему увеличению числа людей, вынужденных бежать. Поэтому мы призываем наших израильских друзей не идти по этому пути и находимся с ними в контакте, чтобы донести это послание. Правительство Германии с большой тревогой наблюдает за развитием событий в Ливане. Оно решительно осуждает тот факт, что Хезболла, действуя на стороне Ирана, снова вступила в боевые действия против Израиля. Хезболла должна прекратить эту борьбу против Израиля и сложить оружие. Правительство Германии приветствует текущие усилия по возобновлению переговоров между Израилем и Ливаном, а также призывает Израиль не наносить удары по гражданским объектам и миссии ООН ЮНИФИЛ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху появился на улице в центре Иерусалима. Он прошелся по открытому кафе, пообщался с посетителями и сделал несколько фото. Люди говорят, что выходят на улицу, чтобы немного подышать воздухом, но всегда проверяют, где находится ближайшее укрытие. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы? Здравствуйте. Как вы? Вы тоже вышли подышать свежим воздухом? Да, подышать воздухом. К тому же здесь есть укрытие. Укрытие? Вы знаете, где оно? Вот там всегда нужно проверять. Несколько шагов отсюда, верно? Да, совсем рядом. Хорошо, это самое главное. Цахал победит, и мы будем в безопасности. Отлично. Именно вы сказали лучше всего. Общество понимает ситуацию. В американском политическом интернете неожиданно обсуждают идею, которая звучит как проект из эпохи самых экзотических мегастроек прошлого века. На аналитическом сайте China Talk появилось ироническое открытое письмо с предложением решить проблему уязвимости мировых поставок нефти через Ормузский пролив. Автор текста, аналитик Джордан Шнайдер, в сатирической форме предложил радикальное решение – прорезать новый морской канал через территорию союзников США, а в Персидском заливе, например, через Объединенные Арабские Эмираты, с помощью серии термоядерных взрывов. Ваш начальник – строитель. Трамп не хочет играть в хорошего с коалицией стран, которые ему не нравятся, чтобы патрулировать Ормузский пролив. Он хочет перерезать ленточку и увидеть бегущую строку на Fox. Открыт канал Трампа, самый большой в истории человечества. Господин министр, дайте ему эту бегущую строку. И вы выиграете войну и сохраните свою должность. Мы даже можем ввести тарифы на танкеры. Иронический текст неожиданно получил продолжение. Идею в комментариях одобрил бывший спикер Палаты представителей США, республиканец Ньют Гингрич. Вместо того, чтобы бесконечно бороться за контроль над узким проливом шириной всего около 21 мили, можно прорезать новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов, и у вас появится водный путь, шире Панамского канала, глубже Суэцкого и защищенный от иранских атак. После этого цитаты из сатирической статьи начали распространяться в соцсетях уже как будто речь идет о реальном политическом предложении. И вызвали бурную дискуссию о том, где проходит граница между иронией и серьезной геополитикой. Страны Международного энергетического агентства готовы при необходимости выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических резервов. По словам главы агентства Фатиха Бироля, даже после рекордного решения о продаже 400 миллионов баррелей в запасах останется более 1,4 миллиардов. Несмотря на этот огромный выпуск, у нас все еще остается много запасов. После завершения текущего выпуска экстренные запасы в странах МЭА сократятся лишь примерно на 20%. Если объединить государственные резервы и промышленные запасы, которые хранятся по обязательству перед государством, то все равно останется более 1,4 миллиарда баррелей.
Это означает, что при необходимости мы сможем сделать больше позже. Мы тесно координируем действия со всеми странами-членами, чтобы нефть из запасов, которую они согласились высвободить, своевременно поступила на рынок. Мы внимательно следим за этим процессом. В общей сложности в рамках коллективных действий мы, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обязались высвободить значительно более 100 миллионов баррелей. В Европе примерно столько же. А в странах Америки высвобождается более 170 миллионов баррелей. Плюс дополнительно более 20 миллионов баррелей поступят благодаря увеличению добычи. Благодаря этим беспрецедентным мерам я очень надеюсь, что ситуация быстро разрешится и рынки начнут восстанавливаться. Но, конечно, мы должны быть готовы к тому, что кризис может продлиться дольше. И даже если Ормузский пролив откроется уже завтра, по оценке агентства, глобальной энергетической торговле все равно потребуется время, чтобы восстановиться. На Кубе произошел масштабный энергетический коллапс. Национальная электрическая сеть страны полностью вышла из строя, оставив без света почти все население острова – около 10 миллионов человек. По данным государственной энергокомпании, авария привела к полной остановке национальной энергосистемы. Причины сбоя пока расследуются, однако это уже не первый подобный случай за последнее время. Страна переживает серию масштабных отключений электричества. Энергетический кризис в стране усиливается на фоне острой нехватки топлива и изношенной инфраструктуры электростанций. Большинство кубинских энергоблоков построены несколько десятилетий назад и работают на импортном топливе, поставки которого резко сократились. Ситуацию осложняет и политическое противостояние с США. В начале года Вашингтон перекрыл поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил тарифами странам, которые продолжат продавать острову топливо. Это еще больше ограничило возможности страны поддерживать работу энергосистемы. Власти Кубы заявляют, что ведут переговоры с Соединенными Штатами в надежде смягчить энергетический кризис и восстановить поставки топлива. Однако сроки восстановления энергосистемы после нынешнего блэкаута пока неизвестны. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз диагностирован рак груди на ранней стадии. По его словам, она уже начала лечение и продолжит работать. Уайлз занимает пост главы аппарата с начала нынешней администрации и считается одним из самых влиятельных людей в Белом доме. До этого она руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа на выборах 2024 года. Я также хочу представить Сьюзи Уайлз. Она потрясающая. Она наш глава аппарата и невероятный человек. Настоящий боец. Она объявила о небольшой, незначительной трудности, с которой все будет в порядке. Все будет хорошо, и она будет с нами еще очень долго. У нее был поставлен диагноз. Вы, вероятно, это видели. И она собирается заняться лечением немедленно, а не ждать. Она сказала, давайте сделаем это сейчас. Я сказал, сделайте это немедленно. Потому что при таком заболевании, чем быстрее, тем лучше. Это единственное, что я знаю об этом. Чем быстрее, тем лучше. Она начала лечение прямо сейчас, и у нее все будет отлично. Прогноз там отличный, даже более чем отличный. Спасибо, сэр. Но кому это нужно, правда? Вот именно, кому это нужно? Китай и США обсудили новые механизмы сотрудничества в торговле и инвестициях и договорились продолжить диалог. Переговоры прошли в Париже и продолжались 2 дня. Что касается уровней тарифов в новых условиях, американские коллеги предоставили китайской стране информацию о своих последних тарифных мерах и соответствующих дальнейших планах. Мы надеемся, что американская сторона отнесется к этому серьезно и будет работать вместе с Китаем для совместного продвижения двусторонних экономических и торговых отношений. По итогам этой последней встречи стороны достигли предварительного консенсуса по некоторым вопросам. Далее мы продолжим процесс консультаций. В Кабуле прогремели взрывы. По словам представителей Талибана, пакистанская авиация нанесла удар по зданию наркологической клиники. На ночных кадрах над городом видны вспышки, слышны взрывы и пролетающие снаряды. За горами поднимается густой дым. Власти Афганистана заявили, что в результате удара есть погибшие и раненые, но точное число пока не называют. Представитель Талибана Забихулла Муджахид обвинил пакистанских военных в нарушении воздушного пространства и атаке по гражданскому объекту. В Исламабаде обвинения пока не прокомментировали. Инцидент может усилить напряжение между двумя странами. Сейчас ожидаются расследования и реакция международного сообщества. Шон Пенн получил свой 3-й «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Однако на церемонии вручения актер так и не появился. Вместо Голливуда Пенн отправился в Европу, а затем в Украину. В Киеве актер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства поблагодарил Пенна за поддержку Украины и отметил, что тот остается другом страны с первых дней полномасштабной войны. Для Шона Пенна это уже не первый визит. В 2022 году он находился в Киеве во время начала российского вторжения и с тех пор неоднократно приезжал в Украину, поддерживая страну и ее народ.
В польском Гданьске в зоопарке родился редкий карликовый бегемот. Малышка появилась на свет у пары Сапо и Малелы. Они участвуют в международной программе по сохранению вида. На кадрах детеныш осторожно осматривает вольер, держится рядом с мамой и уже кормится молоком. Карликовые бегемоты намного меньше обычных. Взрослые особи весят в разы меньше речных гигантов. В дикой природе их осталось всего несколько тысяч, в основном в лесах Западной Африки. Им угрожают вырубка лесов и браконьерство. Именно новорожденный пока не выбрали. Зоопарк собирает пожертвования. Тот, кто предложит больше, сможет назвать малышку. Деньги направят на защиту редкого вида.